Ой, ребята, как приятно видеть вас. Знаете, как таких вот добрых друзей, родственников. Я все время о вас вспоминаю с теплотой, вспоминаю нашу встречу. Главный вопрос, а как у вас по отчеству? Мы Ну, не забыли. надо, зовите меня Людмила. Пусть я буду вашим старшим Ага. товарищем. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Вот и настал долгожданный день. День, которого мы так все ждали. 29 ноября. Ровно год назад наш любимый город Санкт-Петербург посетил Димаш Кудайберген со своим сольным концертом. Это событие стало одним из самых ярких событий в нашей жизни. И не только потому, что концерт прошел на ура, кто бы сомневался, но и потому, что перед концертом нам удалось организовать встречу друзей. Об этой встрече мы сейчас и побеседуем вместе с нашим гостем, Людмилой Зайцевой. А вечером в 18:00 по московскому времени приглашаем всех друзей, и не только, на второй онлайн-концерт, посвященный годовщине с того момента, как весь Петербург рукоплескал народному артисту мира. Алга. Пусть я буду вашим старшим товарищем. Не надо, просто. Мы же все дерсы, потому мы решили без всяких отчеств общаться, просто по имени. Людмила, предлагаю начать вот с чего. У нас сейчас на этих выходных запланирован второй онлайн-концерт. Прежде чем о нем и о том, что этот концерт приурочен к юбилею, о котором мы поговорим, хочу спросить, смотрели ли вы первый концерт, и если да, то поделитесь своими живыми эмоциями. Безусловно, я его посмотрела от начала до конца, я вам там комментарии написала немножко. Ребят, какие эмоции? Вот я вот это четверостишье, я его часто употребляю, сегодня тоже видео выложил наше из ресторана. И вот это, не знаю чье, не буду врать, я его утащила у кого-то. Он смел границы голосом, любовью и доверием нас всех объединил. Вот он, Димаш. И мы люди без национальности, без возраста. Мы просто люди дерц с одной планеты, с планеты Димаш. Давайте выйдем. Не могут жить в разлуке. Когда я ехала на ваш концерт, ну и когда мы с Мишей там мутили, моя дочка немножко критически ко мне относилась, понимаете? Но дети, они же все немножечко эгоисты. Как это мама еще кому-то уделяет внимание? Но когда я в ресторане после своей речи сошла со сцены, она мне позвонила в слезах и говорит: мама, прости меня. Я испугалась, думала, что-то случилось. Она говорит: прости меня, я ведь тебе не верила, что ты действительно уже этим занималась, и твою роль твоя там какая-то была. Вот она действительно была счастлива за меня. Я хочу, пока я не забыла, прежде всего поздравить ребят, которые и устроили нам эту замечательную встречу в этом фантастическом городе. Ну, так оно и было, потому что когда мы столкнулись с тем, что приезжает Димаш, то мы были в первую очередь в счастье и в эйфории. Мы не верили, потому что мы как бы надеялись, что когда-то это случится, но это вдруг так скоро это произошло. И когда мы впервые задумались о встрече друзей, вы одна из тех, кто первая пришли нам на помощь. Конечно. И проделали колоссальную работу и помощь в организации нашей встречи друзей. Собственно, этому и приурочен наш второй онлайн-концерт. Это годовщина выступления Димаша в Санкт-Петербурге 29 ноября, год назад, 2019 года. И я думаю, что сейчас стоит уделить внимание как раз вот этой встрече, которую вы помогали нам организовывать, на которой вы были. Речь, которую вы произнесли, помнят, мне кажется, все до сих пор. Вот расскажите в двух словах, какие эмоции остались об этом вечере уже год спустя? Да, вот эту свою речь я сегодня выложила вновь, сделала ее, обрезала, самое такое выложила. Вот смотрите, ребята, вот эта атмосфера, которую вы создали, вы,
питерцы. У питерцев совершенно другая атмосфера. Я не знаю, я Питер люблю, и вот этот вот доброжелательности, любви, такого доверия, вот оно осталось во мне, вот как настроение Дерс. Я туда ехала одна, такая открытая, незащищенная, знаете, вот очень эмоциональная, вы же видите меня. И я немножко испугалась, думаю, ну как я там буду, кто меня встретит, кому я там нужна, сами понимаете, да? Ну, когда я только вошла, сразу попала в такую атмосферу дружелюбия, внимания. А когда я сошла со сцены, ну, а вы понимаете, что большинство людей, ну, обо мне слышали, но меня не знали. Стали подходить к столику, приносить всякие подарки, шоколад, чай, всякие брелочки, потом, ну, всякие, ну, все что угодно, вот такие вот вещи, флажки, значки мы делились друг с другом. И все обнимаются, называют меня Людмила, привет, привет. Я-то их ну, не всех помню, но очень со многими мы сейчас переписываемся в Инстаграм. Вот, понимаете, уже называем друг друга, не видя, не помня лица, мы уже стали такими близкими друзьями. Вот эта атмосфера дружелюбия, вот эта атмосфера доверия, мы действительно как большая семья. И мы всегда говорим друг другу, люблю вас всех, я тебя люблю. Мы не стесняемся этих слов. А что тут такого? Ведь это же счастье, всегда друг друга поддерживать. Людмила, а вы помните финальную песню, когда все в едином порыве пели «Махаббат Бермаган»? Маша. Всё. Это наш гимн любви. Вот знаете, я знаю вот эти две строчки. Махаббат Бермаган. Это вот эти две строчки. И они звучали, я так кричала, и на концертах пою, и на вечере пою эти строки. Вот. И самое главное, что меня почему-то замечают по этим строкам. И в Москве фотографировали, и корреспонденты потом выкладывали через казахское телевидение. Ребята, а еще мой вот этот баннер, он же заметный, сами понимаете. Самое главное, что я заказывала вот в городе Рязани маленькие флажки размером 15 на 22 сантиметра. Мне сделали 1,5 на 2 метра. И ошиблись, понимаете? Я сначала была очень расстроена, а теперь я без него не могу. Он у меня был у вас в Питере, он был в Москве. Вот, он и на предпате был в Москве. Мало того, мы же в августе поехали на ВДНХ, в казахский павильон. Он был закрыт, но мы растянули этот баннер. К нам подходили люди, мы рассказывали о Димаше, мы с ним делились. Многие говорили, что они знают этого парня, потому что там многонациональная публика была на ВДНХ, там очень много народу из разных стран. И вот мы рассказывали о Димаше, сняли там несколько роликов, вот. И были, конечно, очень счастливы, что вот мы соприкасаемся с этим замечательным талантом. Людмила, у нас, смотрите, 29-го запланирован второй онлайн-концерт. Да. Приурочен он к годовщине выступления Димаша, да, год назад. Пользуясь случаем, передайте привет Дерс всей планеты, людям, вы лично знаете, которые вас любят, которые на вас смотрят. Я думаю, им будет очень приятно из ваших уст, как из одного из главных организаторов этого перформанса, услышать вот несколько слов. Ну, я уж не присваиваю себе эти лавры, но где-то я инициатором была. Ребята, я вас прошу передать привет Михаилу. Это такой замечательный человек, как же мы с ним хорошо общались. И вы знаете, я как человек эмоциональный, он меня частенько ставил на место и говорил, нет, надо вот так сделать, надо вот так сделать. И мне так понравилось это общение, его такого трезво всегда рассуждал и убеждал меня в том, что надо действительно сделать правильно. Прошел год с нашей встречи, с нашего дружеского обеда у вас, ребята. Впечатления об этой встрече остались самыми лучшими. Мы настолько подружились, что у нас собралась такая большая семья почти из 20 стран мира. Мы познакомились,
Мы провели время. Нас объединила любовь к Димашу. И я думаю, что это будет замечательный такой вот задел для дальнейшей дружбы и расширения знания о Димаше по всей планете. Я благодарю всех, кто меня поддерживает. Я благодарю тех, кто поддерживает меня как человека, поддерживает меня как вот тут участников этого события. Я желаю всем перцам здоровья прежде всего, их семьям, успеха во всех делах. Поэтому вот я так рада, что это событие было в моей жизни, ребят. Так рада. Спасибо вам большое. А вот эту атмосферу создали вы. Вот вы, я не знаю, вот вас все любят. Какие-то вы такие мягкие, доброжелательные, ну вот хорошие, хорошие действительно. Что мне еще сказать? Эра Димаша началась с вашего обеда, с вашей встречи. И я надеюсь, что вот лично в моей жизни она будет долго-долго продолжаться, а я буду стремиться сделать ее насыщенной. Спасибо вам, Людмила, за эту чудесную беседу. Спасибо, что когда-то вы нас поддержали не только словом, но и делом, потому что я считаю, что наша совместная победа вот именно состоялась в тот момент, 29 ноября 2019 года. Сначала встреча, а потом потрясающий концерт Димаша в Питере. Она нужна была Вот. всем, эта встреча, нужна была всем, вот поверьте, вот как собрались за огромным столом люди, за большим международным столом, и говорили о любви к людям, о любви к Димашу, к его творчеству, друг к другу. Это действительно, я всегда говорю, ты светишь один, а согреваешь миллионы людей на нашей планете. Дай Бог ему, ребята, счастья, здоровья и долгой-долгой успешной творческой жизни. Я вас люблю. Пока. Спасибо. Пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.